Обзор карты боевых действий в период с 12 по окончание 23 сентября 2022 года. Продолжаются активные боевые действия в районе Славянска. Сообщается о продвижении украинских войск. В направлении Бахмута российские подразделения сосредотачивают наибольшие усилия. Поступают сообщения о локальных продвижениях. 21 сентября Россия объявила частичную мобилизацию населения. Всего по официальным планам российского командования планируется призвать около 300 тысяч мобилизированных. В то же время сообщается о крупном обмене военнопленными между Россией и Украиной при посредничестве Турции, а также некоторых ближневосточных государств. Купянский фронт, включая крести Изюма и Купянска. За последние дни украинские силы несколько раз отражали атаки российских войск в районе Купянска. Ранее поступала уже подтвержденная информация о том, что украинские войска форсировали реку Оскол в Купянске и заняли восточную часть города, ранее находившуюся под контролем России. По сообщениям различных источников, украинская армия продолжает накопление резервов для прорыва российской обороны и дальнейшего продвижения в район Сватово. Российские войска в то же время используют природные рубежи, предпринимают попытки выстроить линию обороны, которая может быть задействована в случае очередного наступления украинской армии. Северско-Донецкий фронт, включая район Славянска, Северская, Крести и Бахмута. Славянское направление. На Славянском направлении украинская армия продолжает проводить наступательные действия, зафиксированы некоторые продвижения. Сообщается о занятии украинскими войсками следующих населенных пунктов: Яцковка, Яровая, Сосновая, Студенок, Пасека, Яремовка, Татьяновка, Святогорск, Щурово, а также поселок Деброво. Поступают сведения об активных боях в Лимане и его окрестностях. Удержание города крайне важно для российской армии. В случае его утери украинские войска будут иметь возможность продвижения в направлении линии Сватово-Кременная, что может стать существенной проблемой для российской армии. Украинские источники сообщают об обстрелах украинских позиций в районе Коровьего Яра и Александровки. Ранее, по сообщениям российских источников, украинская армия начала продвижение в этом районе с целью окружить российские части в городе Лиман. Вполне вероятно, что вышеупомянутые населенные пункты уже находятся под контролем украинских войск. Ожидаем визуального подтверждения. Украинская армия продолжает наводить понтонные переправы на реке Северский Донец. Российские источники сообщают о переброске существенных подкреплений для украинских войск. Северское направление. Украинские войска продвинулись в направлении Белогоровки и взяли поселок под полный контроль. Занятием этого населенного пункта украинские войска вновь появились на административной территории Луганской области. Российские войска атаковали украинские позиции в районе Спорного. Продвижений не наблюдалось. Поступают сведения о применении ЧВК для атак на позиции украинских войск. Ранее сообщалось о взятии под полный контроль поселка Спорное украинскими войсками. Бахмутское направление. На этом участке фронта также продолжаются активные бои. Поступают сведения о боях в направлении Солидара и Бахмутского. Сражения с переменным успехом для обеих сторон продолжаются и на восточных окраинах Бахмута. О существенных продвижениях не сообщается. Российские части атаковали в направлении Веселой долины, а также ближайшего Зайцева с целью выхода к окраинам Бахмута. Сообщается о взятии под контроль российскими войсками крупной электрической подстанции Донбасская, что возле Веселой долины. Других продвижений не зафиксировано. За последние дни российские войска пытались прорвать украинские рубежи в районе Отрадовки, Зайцева и Майорска с целью продвижения в направлении Курдюмовки. Успеха не наблюдалось. Николаевку II, судя по некоторым сведениям, заняли российские войска. Напоминаем о появлении в Telegram официальной страницы канала. Отныне там публикуются оперативные карты боевых действий, изменения на линиях фронта, сообщения о продвижениях и прочее. Подписывайтесь, оставайтесь в курсе событий. Ссылка в описании под видео. Донецкий фронт, включая центр и юг Донецкой области. Украинские войска отразили атаки российских подразделений в направлении Каменки и Опытного, что около Авдеевки. Также поступают сообщения об атаках российских войск в направлении Марьинки и Новомихайловки. Продвижение не зафиксировано. Запорожский фронт, включая Запорожскую область. На Запорожском фронте за последние дни никаких изменений не произошло. Херсонский фронт, включая крести Херсона и Николаева. На плацдарме украинских войск в районе Сухого Ставка продолжаются локальные столкновения. Российские источники сообщают о переброске подкреплений украинским войскам в этом районе с целью дальнейшего наступления. Поступают сведения об активных боях в районе поселка Правдино. В
Сражения проходят с переменным успехом для обеих сторон. Зафиксированы локальные продвижения. Ожидаем подробной информации. На этом все. Подписывайтесь, оценивайте видео, поддержать канал финансово можно на платформе Patreon по ссылке в описании. И мирного неба над головой.